Всем привет! Продолжаем одевать нашу зайку. Этот раз мы сделаем из нее девочку. Свяжем платьишко такое. По желанию можете связать ободочек. Это платье у нас без пуговичек. Чтобы не натягивать, не растягивать, одевая, я решила пуговицы не делать, а просто вот так вот ленточкой завязать. Вот. Простенькое платьюшко. Значит, смотрите, что еще хочу сделать. Акцент на то, что вот какой пряжи вы вязали зайку, такой пряжи вяжите платье. Для чего? Для того, что когда я буду сейчас набирать цепочки, да, вязать платье, буду говорить размер, количество петель, оно будет относиться именно к расчету пряжи этой. То есть я взяла ту же пряжу, что и зайчик. Соответственно, у меня, когда я буду говорить вам количество петель, поэтому у меня и совпадение будет. Вот, если вдруг у вас зайка связан потолще, а вы решили платье связать потоньше, то мы с вами можем не совпасть в цепочке. Вы можете просто взять альтернативу платья, да, и уже на свое усмотрение связать именно платье, вот, как мы будем вязать, вот, но только со своим количеством петель и всего остального. Вот. Итак, значит, я буду вязать желтенькое с белым. У меня пряжа пока все та же, Горе джинс. Нам нужна будет пряжа, нужна будет ленточка, какая у вас будет. Вот, крючок. Я буду вязать 2,5 у меня крючок. Вот, ножнички, ну, соответственно, и все. Вот, и приступаем вывязывать платьюшко. Итак, начинаем мы вязать сверху вниз. Набираю я для своего зайки 33 воздушные петли. Вы можете набрать воздушные петли и вокруг шейки так обойдите и посмотрите, чтобы слегка было свободно. Вот, и исходите из количества ваших петелек дальше. Здесь не важно количество петелек, здесь рисунок будет как бы независим от этого. Итак, первый ряд воздушная петля подъема, чтобы у меня остались 33 петелечки. Вот воздушная петля подъема, и начиная со второй я провязываю полустолбики с накидом. Накид, вводим крючок, рабочие не захватили, и все 3 петли на крючке провязали. Это для тех, кто, может, первый раз заглянул ко мне в гости на канал и решил связать платье вместе с нами. Накид, крючок вводим в петлю в следующую и, вытянув рабочую нить, 3 петли на крючке провязали вместе. И так мы вяжем до конца ряда. У меня будет плохо видно, отражается, потому что белый цвет. Я думаю, вы знаете, как это делать, те, кто вяжет давно, да? Как вяжутся полустолбики с накидом. Вот, и вяжем вот так вот до конца ряда. Закончили ряд. 2 воздушные петли. Я набираю 2 воздушные петли и не считаю их как за столбик. Если вы вяжете воздушные петли и считаете их как за столбик, то провяжите 3 воздушные петли и начиная со следующего столбика вяжите столбики с накидом. Вот, а я провязываю 2 столбика, я их не считаю как за столбик, и поэтому в эту же петелечку, откуда у меня воздушные петли, я провязываю первый столбик с накидом. Это у меня первый будет. Далее второй и прибавка столбиками с накида. Значит, мы вяжем так ряд весь до конца, делая через каждые 2 столбика прибавку. 2 столбика с накидом и прибавка. 2 столбика с накидом и прибавка. Там смотрите до конца, как получится. Если немножечко не совпадет, там останется 1 столбик или не совпадет, да, чтобы правильно, как обычно у нас заканчиваются прибавки, закончите ряд. Ничего страшного в этом нет. Вот, так как это у нас не круг, где что-то должно быть прям все симметрично. Поэтому довязывайте до конца. Нам главное расширить этот ряд, увеличить его. Вяжем до конца 2 столбика с накидом и прибавка. Итак, у нас круглая кокетка с вами получается. Значит, берете зайчика. Если вдруг у вас количество петель не такое, как у меня,
берете вот так вот, прикладываете кокетку и вот так серединочку и намечаете маркерами вот примерно вот здесь маркером и вот здесь. Вот так вот наметили. Потом отсчитали количество петель здесь. Наметили маркер, отсчитали количество петель отсюда до сюда. И наметили маркером с другой стороны. Вот. Если вы вяжете так же, как и я, значит, следующий у нас ряд полустолбики с накидом. Мы будем вывязывать, делать проем для рукав. Значит, вязать будем полустолбиками с накидами. Значит, набираем воздушная петля подъема и в эту же, начиная же с этой же петелечки, вяжем 6 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5 и 6. Набираем 7 воздушных петель. Пропускаем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Начинаем. И дальше с 11 столбика мы вяжем 12 столбиков, полустолбиков с накидом. 1, 2. Провязали. Если у вас другое количество петель, соответственно, мы с вами можем не совпадать. Но вяжите вместе с нами. Пусть количество петель другое, но вяжите так же, как и мы. Итак, набираем затем 7 воздушных петель. Пропускаем 10 столбиков. И довязываем до конца оставшиеся 6 столбиков в данном случае. И я вам посоветую для себя, пока дальше не начали вязать, проверьте, подходит ли вам то, что вы сделали. Вот так вот одевайте. Потом смотрите расположение ваших рукав. Если вас устраивает, они вот так вот находятся, руки, ну, как бы посередине, да, вот дырочки, ну, проймы нашей, то так и оставляйте. Если что-то вас не устроило, распутайте, немножко передвиньте, довяжите вот этот ряд немножечко там на один столбик, может быть, либо у вас будет наоборот мало места, то увеличьте там. И дальше, чтобы можно было вязать, зная, что у вас все хорошо получается. Дальше мы будем вязать для ленточки. Такой поясок, можно сказать. Будем вязать, значит, столбиками с накидом. Я набираю 2 воздушные петли подъема. В эту же петелечку провязываю столбик с накидом. Вот. Это первый столбик у меня получается. Значит, столбик провязали с накидом, 2 воздушные петли. Пропустили одну петелечку и в следующую столбик с накидом 2 воздушные петли. Петельку пропустили, в следующую столбик с накидом и 2 воздушные петли. И так вяжем до конца. Пропустили по цепочке то же самое. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. Так вяжем до конца. Если вдруг в конце у вас получится, что 2 столбика рядышком не получится, да, переступить или еще что-то, ничего страшного в этом тоже нет. Поэтому вяжите так, как у вас получается. Вот смотрите, у меня получается, что в конце будет 2 столбика вместе. Вот. И так у нас с одной стороны у меня будет 2 столбика, а с другой стороны у меня будет 1 столбик получаться. Далее мы будем теперь вязать рисунок. Значит, провязываем этих 2 столбика с накидом. Столбики с накидом над ними. Теперь под арочку вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И еще сюда же 2 столбика с накидом.
с накидом. В следующую арочку мы вяжем 1 столбик с накидом. Далее следующую арочку провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Следующая арочка 1 столбик с накидом. Следующая арочка 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. И вяжем так до конца, чередуя столбики с накидом и рисунком. Последний столбик у меня получился не рисунок, а в арочку столбик один провязала. И у меня один здесь с этого края, 1 столбик с накидом. Дальше я сейчас буду добавлять другой цвет. Если вы вяжете одним цветом платье, то продолжайте вязать. Я добавляю желтый цвет, этот отрезаю. Значит, как я добавляю? Я просто распущу, вот, закончу новым цветом. Так вот этот столбик, чтобы ввязать новый цвет. Далее набираю 2 столбика, разворачиваем вязание и в этот же столбик провязываю столбик. То есть у меня с одной стороны, повторюсь, 1 столбик идет, но у меня он именно так. Вы можете вязать просто 3 воздушные петли, это уже 1 будет столбик у вас, если вы так не вяжете, как я. Теперь мы будем вот в эти вот одинарные столбики, которые у нас в арочке, да, в них в каждом ряду делать по 1 столбику прибавки. Вот в данный момент мы в этот столбик одинарный, который у нас в арочке, вяжем прибавку. Вот, рисунок у нас остается тот же в арочку. Мы вяжем 2 столбика. Рисунок у нас будет над рисунком. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Вот, рисунок у нас останется таким же, а меняться будет только вот столбики одинарные. Значит, здесь мы в одинарный столбик провязываем прибавку. Вот, в рисунок вяжем тот же рисунок. В арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. В одинарный столбик вяжем прибавку. 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. Вот, получается, с другого края у меня кромочные 2 петли. Вот их провязываю просто столбики с накидом. 2 столбика с накидом. Далее продолжаем. То же самое. 2 столбика без изменений по краям. Но с одной стороны у меня получилось так. Немножко я просто не рассчитала. Если бы на 1 петелечку больше я бы воздушную петлю, то у меня было бы одинаково. Ну, как бы не так заметно это. Поэтому это вяжем опять в рисунок. 2 столбика. 2 воздушные и 2 столбика. Вот. Теперь там, где мы делали прибавку, делаем еще прибавку. Значит, здесь у нас 2 столбика, теперь у нас должно быть 3. Соответственно, мы как сделаем? Мы в столбик провяжем столбик, между столбиками провяжем прибавочный столбик и в следующий столбик 3 столбик. Вот так вот мы получили 3 столбика. Дальше вяжем рисунок в арочку. 2 столбика, 2 воздушки, 2 столбика. И в 2 столбика мы вяжем 3 столбика. Значит, столбик мы провязываем столбик, между столбиком столбик с накидом и в следующий столбик с накидом. Таким образом мы расширяем наше платье. Продолжаем до конца ряда. Вот, смотрите, так как у меня в предыдущем ряду, у меня тут в арочке 1 столбик, я в него провязала прибавку. Вот, и, соответственно, у меня увеличились столбики. Здесь получился не 1 столбик, а целых 3. То есть у меня с этого края теперь уже получается 3 столбика. Вот. И из-за этого столбика, который я увеличиваю, у меня здесь будет расширяться ряд. А с другой стороны у меня будет так 2 столбика как шли, так и будут идти с другого края.
Продолжаем вязать. Я провязываю столбик, который у меня шел сам по себе, да, и вот эти 2 столбика, которые получились у меня прибавочными. Так, здесь я не провязала прибавку, получается. Так, извиняюсь. Я должна была здесь прибавочку сделать. Так, столбик, между столбиками прибавку. И столбик, вот 3 столбика получила, и кромочный 1 столбик, который у меня шел, я его провязываю. Теперь столбик провязываю 1 без изменений, а вот в эти 3 столбика теперь делаем прибавку. Здесь просто столбик, и во второй, в средний столбик мы провяжем 2 столбика, тем самым сделав прибавку и увеличив количество столбиков. В рисунок провязываем рисунок. Далее делаем опять прибавку. Провязываем столбик, столбик, следующий столбик провязываем 2 столбика. И в третий столбик 1 столбик. Получаем 4 столбика. И таким образом мы будем увеличивать наши ряды в длину, вывязывать платье такой длины, какой вас устроит. Увеличивайте каждый раз по 1 столбику. В следующем ряду здесь должно быть 5, потом 6 столбиков, потом 7. И так продолжайте увеличивать в каждом ряду по 1 столбику добавляя. Вот. А этот рисунок остается тем же. Вяжите в длину платья такое, какое вас устроит. Смотрите, еще прибавки делайте без разницы, в какой из столбиков вы сделаете прибавку. Вы можете вот в предпоследний сделать прибавку, потом в следующем ряду во второй, например, ну вот так вот перемещать то здесь добавлять прибавки, увеличивать тем самым ряды. Все, и закончила я платье. У меня получилось 11 рядов с рисунком. Дальше смотрите, заканчивайте ряд так, чтобы вы дальше, когда будем сейчас делать обвязку низа, чтобы платьюшко ваше было лицевой стороной. Как определить лицевую сторону? Так как мы здесь вязали лицевой изнаночной, да, мы определим по вот этому ряду столбики с накидом, которые были, они у нас должны быть лицевыми. Вот. Здесь изнаночная, здесь лицевой. Провяжите последний ряд так, чтобы вы потом дальше, взяв лицевой стороной платья, начали делать обвязку. Вот. Обвязка у нас будет выглядеть таким образом. 2 воздушные петли, поворот. Значит, я отсчитала от вот этого рисунка. Значит, и отсюда уже начну как бы правильный отчет, потому что по-разному могут получиться у вас количество столбиков вот здесь вот, да. Сейчас я скажу, у меня последний ряд сколько получилось с прибавками столбик последний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 столбиков у меня получился последний ряд. Теперь беру я первый вот этот вот рисунок. В этом у меня рисунке будет 9 столбиков с накидом. И отсчитав вот 1, 2, 3 столбика, в 4-й столбик делать будем соединение. Потом опять отсчитываем 1, 2, 3, 4. В этом столбике у нас будет опять веер из 9 столбиков. Вот, и 1, 2, 3, 4, здесь будет соединение. Вот, отсчитав вот так вот, я понимаю, что мне надо провязать 2 столбика с накидом и сделать столбик без накида соединительный. Как мы это будем делать? Вяжем, значит, воздушная петля и вяжем столбик. Так, я сделала 2 воздушные. 1 воздушная петля в первый столбик, кромочный он у меня, столбик без накида, во второй столбик без накида. Дальше в третий столбик без накида, это тот, который у нас идет соединительный для веера. И от него отсчитываю 1, 2, 3 и в 4-й провязываю столбики с накидом
9 штук. 9 столбиков с накидом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отсчитываю. 1, 2, 3. В четвертый вяжу соединительный, вернее не соединительный, а столбик без накида, тем самым как бы заканчивая веер. Далее теперь в рисуночек наш, вот в этот вот, в арочку провязываем 9 столбиков с накидом. Вот провязали 9 столбиков. Отсчитываем вот столбик 1, 2, 3 отсчитали, и в четвертый провязываем столбик без накида. Опять делаем накид. 1, 2, 3. В четвертый провязываем 9 столбиков с накидом. Вот таким образом мы заканчиваем наше платье. Такой оборочка. Оборочку вы можете выбрать другую, любую, не обязательно такую. Вот. Можно набрать в одну петелечку, провязать, к примеру, 3 столбика с накидом, пропустить 2 столбика, в третью сделать соединительный, не столбик без накида, а соединительный столбик. И опять же, набрав 3 воздушные петли, потом 2 столбика с накидом в эту же петелечку, пропустить 2 столбика и в третью сделать соединительный. Можно сделать именно такую оборочку. Вот. В общем, делаем сейчас оборку именно вот пока мы с вами так. Провязали столбик в четвертый без накида, и у нас получается 1, 2, 3 столбика пропускаем, и в арочку провязываем 9 столбиков. Вот так. Провязала последний веер, и вот эти вот 2 столбика, которые у меня крайние, я провяжу 2 столбика без накида. Вот, все. Закончили мы платьюшко вязать. Отрезаем ниточку и прячем ее. Теперь сюда вставим ленточку, спрячем все наши ниточки, вставим ленточку, и платье наше готово. Ну вот, одели мы зайчика. Можете, если хотите, связать какое-нибудь такое вот украшение на голову. Вот этим цветом, каким вы делаете платье, к примеру. И на этом вот платье готово. Вы можете, если вдруг нету ленты, вяжите цепочку такого цвета, вот как у вас основной цвет, и вденьте цепочку из воздушных петель. Провяжите и вденьте. Тоже можно также заменить ленточку. Вот, смотрите, значит, еще я сделаю видео, сниму, буду вязать штанишки и пальто. Вот, может быть, еще свяжем свитерок для штанишек. Вот, и на этом мы закончим потом вязать одежду для зайца. Вот, думаю, достаточно одежды. Вот, ну, в принципе, и все. Надеюсь, вам понравилось платье такое. Платье простенькое, думаю, справится любой. Вяжите с удовольствием. Встретимся с вами в следующем видео.